Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, хочу вначале, прежде чем начать ритуал, хочу попросить вас посмотреть мою лекцию «Лесные духи», поскольку я снимала очень много лекций для того, чтобы вы более четко и ясно понимали, для чего, какие ритуалы совершались, почему именно к этим духам, почему именно таким образом нужно благодарить и прочее. Так вот, тема «Лесные духи», лекция «Лесные духи» стоит того, чтобы вы посмотрели, чтобы понять сегодняшнюю работу. Леший. У меня есть достаточно ритуалов обращений к лешему. Леший считался хранителем леса, лесным духом, хозяином леса. Его называли по-разному. Батюшка лесной, батюшка лесовик. Считалось, что если леший хочет запутать человека, то появляется в образе старика и показывает дорогу в обратном направлении, если человек заблудился. И поэтому нужно было идти не в том направлении, в котором показывал леший, а в обратную сторону. Леший мог кругами вести человека, и много кто был в лесу, и если они вели себя неправильно каким-то образом, то могли заблудиться. И они говорили, что они шли кругами, постоянно выходили на одну и ту же опушку. И самое интересное, что основная дорога, основная тропинка была прямо рядом, но они просто не видели, не замечали. И только после того, как они просили прощения у хозяина леса и обещали обязательно прийти с богатыми дарами, гостинцами, тогда леший открывал им дорогу. Они тогда видели дорогу и выходили из леса. Грибники всегда приносили утку, поставляли фрукты, блины, какие-то безделушки оставляли лешему, привязывали красную ленту к деревьям, благодарили своими словами, приносили алкоголь. Они знали, как задобрить лесного духа, для того, чтобы он показал более грибные места, для того, чтобы избежать столкновений с дикими зверями. Но, кроме всего прочего, к лешему обращались еще для помощи в других делах. Ну, например, для того, чтобы леший справился с врагами. Очень большая глупость думать, что леший помогает только в лесу. Что лесной дух, он, то есть дальше леса у него не распространяется его власть. Это не так. Лешего еще считали пастухом определенных темных духов, которые могли принести как добро, так и зло. В этом отношении у кельтов, например, мы знаем, что у германских народов, у кельтов и у славян очень много общего в пантеоне богов и демонического пантеона. И в этом отношении можно было сравнить его, например, с козерогим богом Кернун. Но считалось, что Кернун является как в ипостаси бога, так и в ипостаси лешего. Другой вариант у греков Пан, который тоже считался и богом лесов, и лешим в одно и то же время. И вот эти все божества и духи считались пастухами определенных темных духов, то есть они ими управляли. И если человек задабривал духа леса, лесного, то он мог у него попросить и помощи, и покровительства, и имущества, и денег, и прочее. Я объясню почему. Потому что сейчас скажу банальную фразу: мы все с вами из леса вышли. Изначально цивилизация, она где в основном появлялась? Возле рек, где есть вода, там есть жизнь. Без воды невозможно прожить. Поэтому всегда цивилизации появлялись возле рек. И в лесах люди
Сначала жили в пещерах, потом начали строить такие примитивные дома, да, постройки для защиты от хищных зверей, от природных стихий, от холода, от ветра, от солнца. А потом постепенно на берегах рек, кстати, моя лекция «Реки, матери цивилизации» об этом говорит, постепенно на берегах рек появились города, сначала селения, потом города и так далее. Так что дух лесной, он изначально распространял свое владение и свою силу вне леса в том числе, то есть вне вот леса в нашем понимании. Кроме того, лесной дух, он помогал скотоводцам, он помогал земледельцам, чтобы, скажем, дикие звери не топтали вот посева, да, что еще там, уже забыла, поля, да, эти, да, уже выскочила, который. Кроме всего прочего, богатство человека состояло вот в основном в скотоводстве, и большие отары, большие стада, они могли подвергаться, ну и малые в том числе, могли подвергаться нападению медведей, волков. И для того, чтобы этого не происходило, у разных народностей были разные способы договориться с лешим, попросить его и прочее. Это было богатство человека. И поскольку леший участвовал в этом сохранении богатства, естественно, к духу леса обращались для того, чтобы приумножить богатство. А потом прошли века, тысячелетия, человек вышел из леса, построил свою цивилизацию, но в любом случае лесной дух, как был покровителем имущества и богатства, так и остался. Именно поэтому можно обращаться к лешему. Кроме всего прочего, в русской теологии считается, в славянской, считается, что леший – это правая рука Велеса. Велес – бог, дарующий богатство, покровитель скотоводства, покровитель лесов, всего живого. И от слова «велес» – слово «волос». «Волосатый» означает, то есть правильно, если звучало «велесатый», то есть тот, который под покровительством Велеса. Считалось, что если человек волосатый или рождается волосатым, значит, он обязательно, это знак того, что он в жизни будет жить в достатке. И это проверено, кстати говоря, когда дети рождаются волосатые, и родители пугаются, правда, эти волосы, они такие жесткие, как щетина, они потом сходятся, но жизнь показывает, что действительно человек, рожденный волосатым, изначально с печатью Велеса, в жизни находит свою дорогу и живет в достатке. Просили покровительство Велеса, просили через лешего, потому что считали, что леший, если леший заступится за них, то Велес откликнется на просьбу своего младшего брата, как его называли, соратника, друга, помощника, и быстрее услышит эту просьбу и исполнит. Теперь я хочу вам подарить еще один ритуал с лешим. Это замечательный ритуал и очень действенный, естественно, как все ритуалы. Если у вас есть лесопарковая зона, если у вас есть лес, не обязательно идти вглубь леса. Можете подойти к первому же дереву в лесу, оставить там откуп. Красное вино. Нужно половину вылить и поставить. Монеты. Монеты, в принципе, можно количество столько, сколько вы пожелаете. Это горстка монет, не считая просто. И блины или что-нибудь сладкое. Ну, можете торт разрезать, например, тортики, и разложить так. Это считается откуп и как бы птицам, и лесным зверям, ну и лешему, как уважение, гостинцы. Разложите под деревом и прочитайте 6 раз этот заговор, после чего отвернитесь и уйдите. Через некоторое время вы, ну, если вы рядом с лесом живете, особенно у деревенских жителей, вообще никаких проблем нет с этими работами. Многие
Я почему дарю вам различные работы? Потому что люди же живут, кто-то в городе, кто-то в сельской местности и прочее. Каждому удобно проводить свой ритуал. Так вот, если вы тем более в этом лесу часто бываете, если вы знаете этого лешего, как бы это банально не звучало, но уже знакомы с этой силой, вы не чувствуете от него опасности, наоборот, он вам помогает, знаете, человек может это почувствовать, хорошее отношение, когда он все время заходит в лес и сразу находит грибы, когда он никогда не встречается с дикими зверями в лесу. То есть он ощущает эту защиту лесного духа. Так вот, если вы ощущаете покровительство лесного духа, если вам там жить, не просто там 1-2 дня приехали на дачу, то часто, если будете проводить и обращаться к лесной силе, тем более живя рядом с лесом, обязательно нужно подружиться с лешим. Нужно его поприветствовать своими словами, называть его хозяин леса, батюшка, леший. Приносите иногда сладости, фрукты, что еще, вино. Потому что если вы живете рядом с лесом, то покровительство лешего вам обязательно нужно. При любых обстоятельствах. Нашествие диких зверей. Мы знаем, что есть определенные там недуги, да, у диких зверей, например, и они могут перекинуться на домашних животных. Если у вас есть козы, овцы, там, коровы, чтобы они были сохранны и никогда не нападали звери на них, собаки, если тем более в этом лесу есть звери. Рядом с лесом опасно, потому как ветер может способен дерево опрокинуть на дом и прочее. Очень много и опасностей, и очень много полезного, да, исходит от леса для человека. Поэтому лучше заручиться поддержкой лешего и спокойно жить возле леса. Итак, друзья мои, что для этого нужно, я вам сказала. А теперь заговор. Читаем 6 раз. Батюшка леший деревья считал. Считал да считал. Птиц и зверей в лесу считал и считал. Нет счету деревьям, птицам да зверям. Леший батюшка к Велесу пошел. Ему поклонился, да его прославил. О, Велес, равный среди великих. Никто не видел твоего лика, но щедрость твоя великая. Прошу тебя о милости. Сколько деревьев в лесу, сколько птиц и зверей, столько добра, денег, злата и серебра. Ваше имя. Я здесь свою скажу. Инге в кошель, да в ее закрома, да в ее сундуки. Леший батюшка за меня попросил. Велес великий просьбу исполнил, и дом мой сверху донизу добром наполнил. Ключ, замок, язык заклято. А что потом будет и как это отразится на вашей жизни, вы сами потом увидите. И будете приятно удивлены. Еще раз. Батюшка леший деревья считал. Считал да считал. Птиц и зверей в лесу считал и считал. Нет счету деревьям, птицам да зверям. Леший батюшка к Велесу пошел. Ему поклонился, да его прославил. О, Велес, равный среди великих, никто не видел твоего лика, но щедрость твоя великая, прошу тебя о милости. Сколько деревьев в лесу, сколько птиц и зверей, столько добра, денег, злата и серебра, Инге в кошель, да в ее закрома, да в ее сундуки. Леший батюшка за меня попросил, Велес великий просьбу исполнил, и дом мой сверху донизу добром наполнил. Ключ, замок, язык заклято. Батюшка леший деревья считал. Считал да считал. Птиц и зверей в лесу считал и считал. Нет счету деревьям, птицам да зверям. Леший батюшка к Велесу пошел. Ему поклонился, да его прославил. О, Велес, равный среди великих, никто не видел твоего лика, но щедрость твоя великая, прошу тебя о милости. Сколько деревьев в лесу, сколько птиц и зверей, столько добра,
денег, злата и серебра, да Инги в кошель, да в ее закрома, да в ее сундуки. Леший батюшка за меня попросил, Велес великий просьбу исполнил, и дом мой сверху донизу добром наполнил. Ключ, замок, язык. Леший батюшка деревья считал, считал да считал, птиц и зверей в лесу считал и считал. Нет счету деревьям, птицам и зверям, да зверям. Леший батюшка к Велесу пошел. Ему поклонился, да его прославил. О, Велес, равный среди великих, никто не видел твоего лика, но щедрость твоя великая. Прошу тебя о милости. Сколько деревьев в лесу, сколько птиц и зверей, столько добра, денег, злата и серебра, Инге в кошель, да в ее закрома, да в ее сундуки. Леший батюшка за меня попросил, Велес великий просьбу исполнил, и дом мой сверху донизу добром наполнил. Ключ, замок, язык. Заклято. Я 6 раз читать не буду, поскольку у меня и так очень много записей, просто боюсь, не хватит времени, то есть на телефоне. Я думаю, что все вам предельно ясно и понятно. Пользуйтесь во благо, славьте духов, почитайте их, благодарите их, и они будут вам помогать во всех ваших начинаниях. Всем удачи и всех благ.